После смерти Гарольда I в 1040 году Годвин поддержал восшествие Хартекнута на престол Англии, и Эмма вернулась в Англию снова. Первым действием Хартекнута по прибытию в Новое Королевство было то, что тело его сводного брата Гарольда было эксгумировано из почетного места в Вестминстере, публично обезглавлено и брошено в болото на берегу Темзы, что вызвало возмущение среди прихожан и служителей церкви. Те, кто ожидал возвращения к справедливому правлению короля Кнута Великого, были разочарованы. Хартекнут был безжалостен, и все боялись его. Хартекнут был в ужасе от убийства своего сводного брата Альфреда, а его мать требовала мести. Граф Уэссекса Годвин был обвинен Эммой Нормандской в суде перед Хартекнутом и членами его совета. Но Годвин сумел выбраться из этой щекотливой ситуации. Он был оправдан и даже сумел сохранить свои обширные владения. Чрезвычайно богатый, он купил дружбу нового короля дорогим подарком в виде великолепно украшенного корабля и поклялся, что не хотел, чтобы принц был ослеплен, и все, что он сделал, было повиновением королю Гарольду I. Английский народ привык к правлению короля по совету старейшин. Однако Хартекнут правил в Дании самовластно и не желал менять свой образ жизни и не доверял ведущим местным графам. Его правление было крайне непопулярным из-за взимания высоких налогов с жителей Англии. Хартекнут запомнился как жестокий и чрезвычайно мстительный. Жители Вустера поднялись в знак протеста, убив 2 суровых сборщиков налога. В отместку Хартекнут ввел непопулярный закон о преследовании. Он приказал Леофрику и другим своим графам разграбить и сжечь город дотла и опустошить окрестности. Леофрик пришел к власти в правлении Канута, как один из 3 великих графов, участвовавших в управлении Англией. Поскольку Честер был его основной резиденцией и резиденцией его правительства, Леофрика иногда называют графом Честерским. Став графом Мерси, он был одним из самых влиятельных людей в стране, уступая только амбициозному графу Годвину Уэссекскому. Его женой была Годгифу, известная как леди Годива, прославившаяся своей легендарной прогулкой на лошади по городу, чтобы снизить высокие налоги Ковентри, в результате чего Леофрик освободил город от всех споров. Согласно легенде, леди Годива ехала на лошади совершенно обнаженной по улицам Ковентри в базарный день. Ее муж Леофрик потребовал от граждан Ковентри жесткого налога. Леди Годива, стремясь помочь гражданам, умоляла его остановиться. Леофрик якобы сказал: «Тебе придется проехать голый по Ковентри, прежде чем я изменю свое решение». Чтобы помочь Ковентри, Годива велела всем оставаться в своих домах, чтобы уберечь ее от смущения. Она ехала по улицам. Ее длинные волосы были зачесаны так, что они покрывали почти все ее тело, оставляя видимыми только ее ноги и глаза. Однако нашелся один человек, теперь известный как Том Подглядывающий, который невольно смотрел на Годиву, проезжающую через Ковентри на лошади, после чего он мгновенно ослеп. Происхождение самой леди Годивы окутано тайной и давностью во времени. Хартекнут умер в 1042 году. Англосаксонские хроники, которые так высоко отзывались о его предшественниках,
утверждали, что Хартекнут не сделал ничего достойного короля за все время своего правления, а из-за убийства Эдвульфа, графа Нортумбрии, Хартекнут был назван нарушителем клятв. Хартекнут страдал от приступов боли еще до того, как стал королем Англии. В 1041 году он пригласил обратно из ссылки в Нормандии своего сводного брата Эдварда, сына его матери Эммы от Этереда Неготового, и, вероятно, сделал его своим наследником. Возможно, на него повлияла Эмма, которая надеялась сохранить свою власть, убедившись, что одному из ее сыновей наследовал другой. Спустя всего 2 года у власти Хартекнут, который был известен своей любовью к вину, напиткам и еде, перенес припадок во время празднования свадьбы одного из своих танов. В хрониках, как говорится, он умер, стоя за своей выпивкой, и внезапно упал на землю в ужасной конвульсии. Он умер 8 июня 1042 года, скорее всего из-за инсульта, вызванного чрезмерным употреблением алкоголя. Хартекнут был последним датчанином, правившим Англией. Он не был женат и не имел детей. Следующими претендентами на престол Англии были Магнус в Дании и Эдуард в Англии. Когда Хартекнут умер, Магнус отправил письмо Эдуарду, настаивая на своих притязаниях на английский престол и угрожая вторжением. У Эдуарда были гораздо более сильные семейные претензии на престол, чем у Магнуса. Сын Эммы Эдуард выиграл корону. Магнус внезапно умер в 1047 году при невыясненных обстоятельствах. Его королевство было разделено между Харальдом Хартрадом в Норвегии и Свейном Эдринсоном в Дании. Наследники Магнуса, в частности Хартрада, также будут настаивать на своих притязаниях на английский престол, считая себя законным наследником Хартекнута, со ссылкой на ранее заключенное политическое соглашение. Английская знать избрала своим королем Эдуарда, позже известного как Эдуард Исповедник, и старая англосаксонская родословная была восстановлена.